Всем привет! Мы с вами продолжаем разрисовывать нашу руку и привыкать к тому, как создается волосок еще на бумаге. И сегодня мы с вами отрисуем волоски разных направлений, толщин, изгибов и, в общем-то, все то, что вам пригодится в работе. Итак, ставьте руки уже примерно так, как они будут стоять у вас во время работы, вот на вот эти два пальца, и держите ручку максимально низко. Чем ниже вы ее держите, тем больше контроля за движением и прикосновением вы осуществляете. И давайте первым прорисуем волосок обычный, с небольшим изгибом в конце. То есть он достаточно прямой, но примерно 1/3 его в конце становится тоньше и меняет направление. Получается, за примерно 4, 5, 6, 7, 8, 9. Примерно за 8-10 штрихов я такой волосок создаю. И направление в конце вы можете менять плюс-минус, немножко делать разный внешний вид волоска, то есть более резкий, менее резкое. Но смысл в том, что вы таким накладыванием штриха на штрих, все то, что мы проходили в прошлом уроке, создаете вот этот небольшой изгиб в конце волоска. Двигаться вы должны в одной линии. А если чувствуете, что ручка перестает рисовать или рисует как-то нестабильно, разрисовывайте ее, потому что там шарик. И помните, мы рисуем только шариковой ручкой, не карандашом, не гелевой ручкой, потому что это довольно большая разница в рисовании. И именно вот таким образом шариковой ручкой создается волосок, похожий на тот, который мы будем рисовать в жизни уже потом аппаратом. И вот это тонкое начало и тонкое окончание за счет единичного прикосновения вы должны просто зафиксировать в своей руке, как привычку в своей руке, в своей голове. И вы должны прорисовать несколько рядов. Каждый, естественно, свое количество рядов прорисует, пока не добьется того самого идеального волоска. И следующий ряд волосков, которые мы с вами прорисуем, это волосок условно S-образный, намек на изгиб. То есть он должен выгнуться влево или вправо, также за примерно 8-10 штрихов. И вы также должны прорисовать обязательно яркие волоски, это те, в которых 8-10 штрихов, и примерно такой же длины создать волосок буквально за 4-5 штрихов, чтобы он был бледнее в 2 раза, потому что насыщенность волосков мы будем набирать именно количеством вот этих вот накладываний штриха один на другой. Получается, если в ярком волоске у нас примерно 10, получается примерно 10 штрихов, и у нас каждый из них, ну так как штрихи одинаковой длины, а волоски у нас одинакового размера, каждый из штрихов у нас накладывается процентов на 80, а то и на 90 на предыдущий. А там, где волосок у нас полупрозрачный, у нас получается 4-5 штрихов. То есть мы выходим длиннее и накладываемся на предыдущий штрих меньшее расстояние. Не забывайте, что первое и последнее прикосновение к бумаге у нас единичное. И не делайте какие-то гигантские волоски, делайте их не больше сантиметра, может 1,5 максимум. Делайте их разной длины, чтобы это все было у вас под контролем. И вот эту S-образность, она, как вы видите, это намек, то есть никакого вот такого изгиба нам не нужно создавать. И помните, что всем кураторам будет видно, как вы создаете волоски. Не пытайтесь обмануть себя, на самом деле это вы себя обманываете, если вы будете проводить волоски единичным движением. Вы должны именно каждый напылять, именно один волосок в начале и один в конце оставлять, чтобы линия была идеально четкая, насыщенная и с тонким окончанием и с тонким началом. Итак, у нас получается первый ряд волосков. Это волоски, которые почти прямые и в конце немножко меняют направление, примерно на 1/3. Это S-образный у нас изогнутый в одну сторону, затем вы должны научиться делать S-образный изогнутый в другую сторону, потому что обязательно все упражнения должны дублироваться, потому что у нас есть левая бровь, правая бровь, и на них волоски будут изогнуты в разные стороны. И получается, тоже здесь должен быть ряд насыщенных волосков и ряд полупрозрачных волосков.
Никто не говорит вам создавать абсолютно одинаковые волоски. Самое главное, не делать их какими-то супер круглыми, потому что волоски, конечно, между собой соединяются, изгибаются каким-то образом, и вы должны научиться это движение создавать еще на этапе бумаги. Затем мы с вами можем прорисовать волосок долларообразный. Он обязательно нужен. Это такой изгиб в две стороны. И точно так же это волосок насыщенный должен быть. И волосок полупрозрачный. То есть, видите, здесь есть небольшой изгиб в одну сторону и небольшой изгиб в другую сторону. И можно чуть-чуть покороче, но уже такой полупрозрачный. То есть один яркий, один неяркий. И затем волосок с наклоном в другую сторону. Такой же долларообразный, но с наклоном в другую сторону. И обратите внимание, тут нету вообще намека на вот такую S-образность. То есть это прям практически прямой волосок, просто у него слегка кончики в тонкой части изгибаются уже в противоположные стороны. И, естественно, в другую сторону тоже. Это разрисовка, это фиксация новой привычки в руке, потому что именно так вы будете создавать волоски в дальнейшем. И чем более стабильны вы будете на этапе еще отрисовки на бумаге, тем более привычно это будет движение у вас уже и на латексе. Не будет оно вас коробить, вам не будет хотеться быстро проскакать, потому что это уже вот прям в привычку войдет. И давайте сделаем еще такие волоски, которые вы будете, скорее всего, использовать в головке. То есть это очень такие коротенькие волоски, похожие на корону, такой изгиб в разные стороны. Они почти прямые, два из них изгибаются в одну сторону, центральный условно прямой, либо может иметь небольшой изгиб в начале, долларообразный волосок, то есть. И два из них изгибаются, они коротенькие, все созданы также напылением. Такая корона получается. То есть это условные волоски в головке, которые вы будете создавать. И короткие волоски на самом деле создаются сложнее даже, чем длинные, потому что размахнуться некуда. Прикосновение должно быть единичным в начале и в конце вот такого коротенького волоска. И должен быть такой полный контроль над этим прикосновением. И вот такие короны в ряд рисуйте, пока не добьетесь идеально тонкого кончика, идеально тонкого окончания и достаточно плотной середины. Делайте на короткий волосок примерно 6-7 движений. На средний волосок, наверное, движений 8. На длинный волосок движений 10. Это у нас получается с вами прям достаточно плотные волоски, но тонкие. Ну и в другую сторону также. И еще один ряд таких корон вы должны создать волосками, в которых буквально по 2-3 движения на один волосок. То есть они должны быть тонкие, но в 2 раза более светлые, чем верхний ряд волосков, потому что нам нужно осуществлять контроль за волосками, которые находятся в головке, в изломе, в хвосте, вот те самые тоненькие пушковые волоски. Контроль должен быть еще большим, потому что там чуть сложнее кожа, и вот эти короткие полупрозрачные волоски тяжело даются. Вот такое задание на разрисовку. Пожалуйста, прорисуйте его правильно, никаких крючков, то есть вот это все мы истребляем в себе, почти прямые линии с небольшим изгибом и вот такие вот пучки. Всем спасибо, встретимся на следующем уроке.